Здравствуйте, дамы и господа. И сегодня хотелось бы кратенько, буквально поговорить о грядущем ивенте. Это будет ивент, который господа из Панорамика, в группе ВКонтакте назвали Могильщик. Или Хранитель могил. А по-английски это The Gravekeeper. Итак, дата его выхода, соответственно, 27 августа. Я думаю, в этот раз у них не должно случиться того, что случилось с прошлым ивентом, что там у некоторых людей он начался на сутки позже, а то и больше. А если кратко о нем говорить, то ты всегда интересовался загробной жизнью. Местный хранитель могил пообещал рассказать вам кое-что интересное о вашем покойном друге Корбо, если вы придете сегодня на кладбище. И, соответственно, мы придем. Первый его релиз состоялся этого ивента 5 июля 2019 года, соответственно, потом 3 июля 2020, и вот теперь у нас 27 августа 2021. И поговорим про героев, которые, соответственно, входят в этот ивент. А именно это Флосс, это Мистер Лоскут и это Харон Ловец душ. И разберем их от синего до легендарного. Прошу прощения. И давайте начнем с природы, стрелка. Это, соответственно, у нас Флосс. Начнем мы с синей его карточки. Это растение. При атаке имеет, соответственно, 22-16. Он у меня уже пробужден до 16 на 11 уровне. Вот сейчас до 16 его буду гнать, когда наберу 3 миллиона. Соответственно, при атаке он отравляет врага и имеет шипы. Ничего из себя, не представляющий, если только он там, конечно, у вас вкачан на максимум, но опять же, 88-67 отравляет, да, шипы имеет. Мы его не рассматриваем, просто так, синие связи плюс вот его духовные связи. 3 героя, соответственно, 2 героя, 2 синих героя и 1 синий герой. Это у нас синенькая Бастет. Соответственно, переходим на эпический. Здесь уже цветок людоед. Он даже несколько раз я его встречал в лиге. Герой такой своеобразный. Опять же, не скажу, что он прямо там супер-пупер сильный или еще что-то. Есть и ладно. Вот так он будет выглядеть на максималке. А вообще он при атаке призывает растение, соответственно, которое мы только что рассмотрели, синенькое. И сработало отравление, дает здоровье союзникам вокруг себя. Также его эпические духовные связи. Бастет, Мэйв и Блэр. Здесь это фиолетовый Черномор и фиолетовая Диана. Соответственно, фиолетовый дерево, это не помню как, и фиолетовый Мэйв. И Бастет фиолетовая. И переходим, соответственно, на легендарку. Это, соответственно, Флосс. Я его в свое время очень хотел, и многие писали, что хотят этого героя. Действительно, герой достойный. Может он решать игры. С появлением, конечно, Иостры, так как он мужичок, стало немножечко ему подискомфортнее. Но вообще при атаке он призывает, соответственно, эпический цветок людоед, который потом призовет еще растение. Также при атаке отравляет всех врагов, кроме природы. И в конце хода плюс еще к этому получает, на моем уровне 10. Потом, соответственно, будет больше. То есть герой один из топовых стрелков природы. Также вот его духовные связи. У меня их не особо есть, потому что многих легендарных героев еще все-таки не хватает. Но что мог, сделал. В принципе, они все взаимосвязаны, только редкость их меняется, что у синего, у эпического и у Флосса самого. Так, следующий у нас идет это Мистер Лоскут. Соответственно, вот он. Мы начнем с синей его копии. А синяя его копия это Мясник. При выходе снижает здоровье случайного врага до 1 единицы, кроме зданий. То есть учитывайте это, если вы выпускаете, врагов нет, то его эффект не сработает. Периодически помогает он в яме, периодически помогает он в башне. Такой герой
Не могу сказать, что плохо. Если, допустим, какой-то мощный герой стоит, то он любого снижает единичку и, соответственно, потом его сам же и убивает. Так, ну а мы переходим на эпическую копию. Это у нас Демон-Потрошитель. Вот его я уже вижу даже в лигах, он периодически попадается. Не часто, но бывает. То есть при смерти снижает здоровье двух случайных врагов до 1 единицы. Опять же, кроме зданий. И в конце хода получает плюс 7 за каждого раненого врага. Так, соответственно, я показал, не показал вам духовные связи? Не показал, по-моему. Вот его духовные связи, да. Соответственно, опять же, здесь завязана эпическая, это Бастет. Плюс Влада эпическая копия и Дьявол эпическая копия. Также Линшао и эта девочка из порядка. Не помню сейчас, как ее зовут. Афродита и Дьявол синий. Ну и Влад синий. А по эпическим у нас, соответственно, духовным связям вот такие легендарки используются. Вот такие эпики. Здесь у меня вот чуть-чуть не хватает, надо будет Влада подкачать и сделать ему окончательную уже связь. Такие. Ну, соответственно, опять же, вот эпические Бастет и Дьявол, они нужны практически везде. И опять же, Влад эпический. Ну и, соответственно, переходим мы на легендарного мистера Лоскута. Хороший герой, но нужно все-таки мне сделать, чтобы у него было побольше здоровья. Он имеет невосприимчивость, то есть все эффекты и руны под ним его не касаются. Также он атакован, когда он снижает здоровье атаковавшего врага до 1 единицы, вот поэтому я и говорю, что ему надо побольше хп. Будет побольше хп, соответственно, он сможет снизить хотя бы паре врагов. Их будет потом проще убить. Ну и плюс вот такая приятная плюшка при появлении союзника дает ему ей плюс 25 здоровья. Это вот что касается героев. Но по духовным связям, вот его связь душ, его духовные связи. Соответственно, Линшау, Мелия, Дискордия. Здесь у нас идет Титания и Мэйв. Здесь Дьявол и не помню, как его зовут, но герой ни о чем на самом деле. Ну и Влад, соответственно, легендарный. Вот, в принципе, что я хотел сказать по этому ивенту. Пока что тишина от панорамиков, ничего не слышно. То есть будут ли они изменять как-то героев или нет. Но флосс был изменен в прошлом ивенте. То есть были изменения. Будет ли что-то опять меняться, потому что ни Лоскута, ни Харона не меняли. Я считаю, они сбалансированы идеально на данный момент. Флосса тогда поменяли. Немножечко ему понизили здоровье, немножко урезали атаку на некоторых звездах. В принципе, вот все, что можно было сказать по этому ивенту, я сказал. Духовные связи показал, готовьте их, потому что без духовной связи это лишняя трата ресурсов у вас будет. Ну, а на этом будем заканчивать. Вот такой вот кратенький ролик. Не вижу смысла его растягивать дальше. Готовьте героев. Желаю всем удачи в ивенте. Ну и, соответственно, я, конечно же, сниму видео про этот ивент. Всем приятного просмотра. Ну, на этом все. Пока-пока. Пока.